Приветствую всех! Это третья серия истории про установку устройства цифровой индикации или УЦИ модели IH800-3 на настольный фрезерный станок Weiss VM25L. Первую и вторую серию, в которой были установлены линейки на продольную и поперечную ось X и Y, вы сможете найти по ссылке в описании к данному ролику. Теперь смонтируем линейку на вертикальную ось перемещения шпиндельной головы Z. Я счел оптимальным ее крепление с левой стороны колонны. Прикидываем оптимальное положение линейки и размечаем одно из ее креплений. Сверлим отверстие. Нарезаем резьбу М5. Фиксируем линейку для разметки второго крепления. При помощи электронного инклинометра или угломера выставляю параллельное положение линейки к установочной поверхности шпиндельной головы на ее ползушке. Размечаем второе отверстие, сверлим, нарезаем резьбу. Монтируем линейку, используя самодельные проставки, при помощи которых выставляется параллельность линейки к ходу перемещения вертикальной оси Z. Устанавливаем индикатор в магнитном штативе на ползушку оси Z, при помощи которого выставляется параллельность положения линейки по ее боковой плоскости за счет подтачивания одной из используемых проставок. После регулировки переставляем индикатор на торцевую грань линейки для ее выставления в этой плоскости. На мой взгляд, достаточно выставить линейку с непараллельностью до 0,1 мм. Отрезаю заготовки из алюминиевого уголка для изготовления поводка или привода оптического блока линейки от ползушки оси Z. Отрезаю все лишнее.
Так как данный привод по форме должен иметь два изгиба, я решил сделать его из двух уголков, которые соединю между собой. Вариантов решить данную техническую задачу великое множество. Совершенно не обязательно использовать для этого уголки. Я выбрал для себя этот вариант из соображения минимизации трудоемкости. Делаем крепежные отверстия. Размечаем крепление поводка на боковине ползушки вертикальной оси Z. Сверлим отверстие и нарезаем резьбу. Фиксируем части поводка, используя винты М5 для разметки соединения между ними.
Так как линейка расположена на той части колонны, где имеется литейный уклон, необходимый при отливке данных деталей, боковина ползушки и линейка лежат не в одной плоскости. Их угол друг к другу более 3 градусов. Это надо учесть при изготовлении поводка. Я решил сварить между собой две части поводка, обеспечив необходимый угол. Хотя это соединение без проблем можно выполнить механическим способом, например, винтами. Получилось нечто подобное. Закрепляем поводок. Проверяем работоспособность с блоком индикации. Теперь займемся креплением самого блока индикации, который установим на ту же часть колонны. Мне показалось это место самым оптимальным для данного блока. Боковина колонны не совсем плоская, и имеющийся на ней уступ не позволяет закрепить штатный кронштейн, так как он шире этого возможного места крепления. И крепежное отверстие выходит за пределы колонны. Для крепления придется изготовить переходную пластину. Отрезаю заготовку из дюрали толщиной 3 мм. Размечаем и сверлим отверстие. Зинкуем отверстия под потайные винты для крепления штатного кронштейна в переходной пластине. Размечаем одно из крепежных отверстий на колонне. Сверлим и нарезаем резьбу.
Закрепляем кронштейн, выставляем его и размечаем остальные отверстия. Накерниваем, сверлим, нарезаем. Закрепляем кронштейн винтами М5. Собираем кронштейн блока индикации из прилагаемых в комплекте деталей. Монтируем блок индикации. Подключаем к блоку линейки и кабель питания. Я полностью собрал станок и уложил провода от блока индикации. Окончательно укорачивать и крепить все провода я планирую позднее. После того, как станок займет свое постоянное место, до этого момента я планирую разбирать станок для проведения других модификаций. Все, в общем, работает хорошо, но я все же остался недоволен реализацией привода оси Z. Он получился слишком длинным. Напомню, что изготовил я его из уголка толщиной 3 мм из сплава АД-31. Это очень вязкий материал, и он не обеспечил желаемую жесткость. Крепление в горизонтальной плоскости имеет очень низкую жесткость. При приложении небольшого усилия оно легко раскачивается, что видно невооруженным взглядом, что приводит к изменению показаний, что в конце концов при сильных вибрациях может приводить к погрешностям в показаниях. Я считаю, что для столь длинного кронштейна имело смысл использовать подобный уголок 5-мм толщины. Думаю, этого было бы достаточно. К сожалению, в моих запасах не нашлось уголков с подобной толщиной стенки, поэтому я воспользуюсь штатными уголками крепления, которые поставлялись в комплекте с линейками. Это литые, вероятно, силуминовые уголки,
толщиной 8 мм. Изначально я не хотел их ставить из-за их излишней громоздкости, но из двух зоов выбирают меньшие. Так как я использовал стандартный шаг для крепежных отверстий, проблем с заменой уголков не возникнет. На одном из уголков придется сделать фрезеровку плоскости для компенсации литейного уклона. И вот что получилось. Поводок получился очень жестким. На сегодня это все. Теперь я полностью доволен выполненной работой. Спасибо, что досмотрели до конца. И если вы еще не подписаны на мой канал, я приглашаю вас это сделать. Всего вам самого доброго. Скоро увидимся вновь.